Так, перед нами Андрюха, Блейд. Решили взять у него интервью. Прикольно вообще такой формат. Берет интервью капитан команды, ну, где-то экс-капитан. Да. Вот, где-то экс-капитан. Тем не менее. Андрюха, ну, скажи, пожалуйста, изначально, как вообще к этому чемпу готовились и что для вас этот чемпионат значит? Готовились не сильно, много. По причине того, что много очень других игр было. Официальных матчей? Да, мы делали акцент на отборочный Мальмо, Ага. но очень провалили их в конце в итоге. У вас больше нету возможности? Есть. Еще есть? В этом воскресенье будет еще. Ага. То есть мы конкретно к этому турниру вообще не готовились. Вообще. Ну, я думаю, что мало команд к этому турниру Мы хотели готовилось. приехать просто и сыграть, использовать все то, что у нас есть, весь наш опыт, и просто пробовать выиграть. Плюс получить лан. All-on skill. Да. Основная цель, наверное, как и для всех команд, это чемпионат мажор. Да. Хорошо. Вы сыграли с нами, проиграли 2-1, выиграли карту до Overpass. В целом, как оценишь ваше выступление? И... В целом нормально. Я думаю, что если бы мы подготовились именно конкретно к этому турниру, то мы бы выступили еще лучше. Мы отдали на тренинг 2 раунда 4-2, что мы... Важных раундов на B1, да. И это были оба раунда после взятого. Да. Когда ты проигрываешь, и сразу 2 якутия. Ну, экономическая, по экономике мы вас подчимливали, так сказать. Я чувствовали, мы да. отдали 2-4-2, и оба были взяты после взятого нашего. Да. Это была катастрофа реально, и то как вы их отдали, это нонсенс. Как будто бы мы были еще как будто бы немного не в игре. То есть не хватило Ну, какого-то... это получается первая карта, Да, не смогли собраться, включиться вовремя. Концентрация была на процентов 50. Плюс вы проиграли, я так понимаю, оба пистолетных на трейне. Да, вы на Б проиграли пистолеты, когда мы вас зарашили за атаку, и за дефенс мы взяли пистолеты, когда вы вышли с А и поставили бомбу. Да, на трейне. За атаку мы точно дали? Ну вы же вышли на А, поставили бомбу и проиграли. Точно, Да, вы проиграли оба пистолетных, плюс пару важных раундов, в итоге трейн проиграли 16-10. Но на оверпассе очень жестко включились такие ребята, как World Edit, Шара, жестко показывали игру. Что ты, как ты вообще? Ну просто в последнее время World Edit вообще, ну, так, чтобы вот именно круто отыгрывал, ну, за ним как-то не замечалось. Плюс Шара, ну, такой новичок у вас в команде. В принципе, периодически он показывает хорошую игру, но сейчас он именно жестко играл, там на Б выходил, часто разваливал. Да, было. У него как-то, не знаю, от чего зависит его игра, я сам еще не понял, от чего зависит. И бывает, он включается и попадает, именно у него плюс в том, что он может хорошо убивать. Любого игрока, он может просто убивать, у него есть уверенность в себе. Но вообще ты, в принципе, доволен, у него прогресс, ну, за ним виден, вот именно ты как капитан, что можешь сказать? Посмотрим после мажора. То есть мажор? Пока не так все, как хотелось бы. Понятно. А Какой... вот, спрашивал про вот Эдита, то да. он на самом деле может очень хорошо убивать, попадать, но тоже от чего зависит его настрой, но какой-то, не знаю, легкий такая инфантильность у него есть, знаешь, какой-то немного ребенок, и дурачится иногда. Когда он включается и вот хочет выиграть, он хорошо играет. То есть ты согласен, что от настроя этих ребят, парней, да и вообще как бы команды зависит во многом игра? Индивидуальная и команда. Проблема сейчас в том заключается, что в основном то, что мы обсуждаем, Да. и те выводы, которые мы делаем, они очень долго усваиваются. Можем делать одну и ту же ошибку глобальную, по 3 чемпа подряд. То есть это проблема. Да, скажи, пожалуйста, а может быть вам нужно, ну, себе в коллектив, команду какого-нибудь тренера или там психолога, есть, человек, который будет настраивать, раз от этого много есть, зависит? Смысл делать это в том случае, если будет достойный тренер, достойный психолог. Ну, то есть вы в поиске, вам нужен такой человек? Мы не искали, но... Думаете об этом, да, получается? По-любому нужен, если он будет нужен, если он будет достойным тренером. Ну, можно Просто, сказать, но может быть уже под этим видео будут предлагать свои какие-то... Да, если это будет неопытный тренер, Не, ну понятно. Его можно сбивать просто. Это естественно. Но это вы уже почувствуете сами, да? То есть, ну понятно, что должен человек быть, чтобы у него был опыт, естественно, это безусловно. Хорошо, Андрюх, скажи, пожалуйста, какая у вас группа на мажоре? Как No Sports, Nick, LG. LG Gaming, да? Luminosity Gaming. Luminosity. No Sports, Ага. и Nick.
Ну, жесткая форма, с учетом того, что НИП сейчас тоже набрали неплохую форму. Мауспорт, в принципе, всегда хорошо играют. Ну, и Luminosity, которые тоже сейчас сильно играют. Ну, сложная группа. Очень нравится, как они играют. Luminosity. Ну, прогрессируют. В первую очередь, это главное. Я считаю, что это единственная команда профессионалы, которые работают как профессионал. Кроме них я не вижу команды, которые работают как профессионалы. А Фнатики, ты считаешь? Фнатики, считаю, что они по-прежнему играют, у них очень много хаоса в игре, и они прогрессируют не так быстро, ну, как бы они топ-1 им некогда прогрессируют. Если они начнут проигрывать, будет тяжело что сделать. Фнатики, я считаю, все равно команда, которая играет больше от скилла, чем от... Ну, это безусловно, но хорошо. Что такое для тебя тогда профессионализм? Что значит они прогрессируют как профессионал? Что каждый игрок делает максимум, вкладывает в себя, дает себя команде и своей подготовке, и они работают все впятером, как профессиональные спортсмены. Другие команды, я считаю, все-таки чуть-чуть расслабленно делают. То есть они где-то не дорабатывают. А Luminosity, ты его чувствуешь, что в этом плане очень... Они очень быстро выросли. Так быстро никто никогда не скакал вперед. Не, ну... Они взяли двух игроков и сразу... Они еще и до них, в принципе, неплохо играли, но они на протяжении целого года ездили практически на все ланы. 3 игрока плюс 2 – это новый состав. Я согласен. Я к тому, что они на протяжении года ездили по всем ланам, и они, в принципе, все бустились. Плюс они, у них в команде есть игроки, которые уже очень давно играют. И с 1.6 там, да, то есть... Вообще, когда у них был старый состав, они ездили все на 2 лана. Старый состав, я не уверен, но они ездили очень на много ланов, на самом-то деле. Мы за ними следили, они почти на все турниры играли. Болт, по-моему. Да, но они на много турниров ездили, ладно. Но я считаю, что они как раз выросли за счет того, что они посещают практически все турниры. Из-за этого они начали апгрейдиться. Понятно, что они работают, но скилл... Первый турнир, как они поехали, у них не было денег, они поехали за счет того, что им задонатили. Да, я знаю, и там принял участие Флюша, если не ошибаюсь. Ну а потом потихоньку их начали поддерживать. Да, и они начали все время... После Кёльна был Клуш, Спасибо. Да нет, до этого они тоже ездили еще на турнир. Вот я говорю. Короче, 3-4 лана у них было. Ну, это были ланы чемпионаты мира. Да, но сам факт того, что, например, сегодня мы только ездим, например, командой, были на 5 мажорах, да? Да. Но... безусловно, что что они молодцы. Это да, я не спорю, что... Я все время говорю, даю все то, чтобы, они росли вперед, то есть всю информацию, базу, как нужно, что делать, чтобы развиваться. Они работают в правильном направлении, у них хороший капитан, у них... Наши игроки делали то, что LG, да. Они сидели каждый день, много тратили. То есть не та мотивация, ты хочешь сказать? Да, но не только у нас, я вижу почти у всех команд. Если честно, я тебе скажу, у нас мы работаем очень много, мы отдаемся КСу максимально, и я не знаю, не буду говорить за другие. Мы вышли последние 4 чемпионата в финал, правильно? Да, 6 чемпионатов. И это видно, что вот есть вид, я вижу 3 команды. LG, вы, Fnatic, которые есть стабильность. Все остальные проигрывали. Энни проиграли как-то вид. Ни тоже проиграли игрока, проигрывают. Мауспорт не мог никак выбиться. Virtus.pro проиграли. Все команды. Астралис проиграли Вильнюс. То есть и все команды, у них нет стабильности. Я с тобой согласен. Я не знаю просто, честно говоря, чем занимаются другие команды, но знаю, что НИПы очень много работают. Просто, бывает, знаешь, спад у команд. Бывает, что они как бы на подъеме. НИПы очень долгое время были топ-1 и были в топе. Я как чего я высматриваю. С каждым чемпом их игра улучшается в разы. Чья? LG. Да. Даже ваш. Да. И даже, знаете, все равно это то же самое. А вот Энвис то же самое, Астралис то же самое. Согласен. И они как бы не работают. Это я согласен, хотя вот Астралис мне, честно говоря, нравится. Они в любом случае прогрессируют, и мне кажется, что они могут быть в финале на этом чемпионате. Астралис, не знаю. Мне кажется, LG будет опять. Нет, я говорю про этот турнир. Я говорю про этот турнир, да. Не, про мажор. Ладно, ваши цели. Да, ваши цели на мажор. Мы хотим по-любому уйти из группы. Я считаю, что НИП можно обыгрывать. НИП? НИП без стрита. Да. Это были непредсказуемые НИПы. А НИП с стритом — это команда, у которой есть структура, которую можно изучить и по ней построить. Мауспортс также. Мауспортс — это очень опасные ребята, у них очень... Стрельба у них очень мощная. Вы тоже на них настроены. И Luminosity уже... Я думаю, например, Гамбит на мажоре, да. на сборах уже, легко всех обошли. Да.
Если бы было Best of 3, я думаю, было бы не так легко. То есть я считаю, что Best of 1 это преимущество для таких команд, как Гамбит, как мы, те, кто еще типа там не сильно там в топе, да. Вот. И у них есть шанс, они могут просто на каждый раунд ложиться, там же игроки опытные, да, все. И с опытом, может, почему нет играть 30 раундов там, на максимум. И все идеи эти льются, знаешь, типа мотивация, это вот огонь внутри, знаешь. Андрюк, скажи, ну вот ты играешь уже в Counter-Strike, ты уже, наверное, один из таких главных стариков, наверное, уже больше играешь, чем я, хотя не уверен. Ну, мы вместе с тобой начинали. Что для тебя вообще сейчас КС? Какая у тебя, как ты находишь мотивацию? И в конце пожелаешь что-то молодым игрокам? Сейчас сложно не находить мотивацию, потому что КС достиг такого пика, когда он не достигал еще никогда. Да, поэтому согласен. Тут не надо искать мотивацию. Если бы этого не было, я бы ее искал. Вот. И молодые игроки, если сейчас начинать играть, то нужно именно сейчас, когда КС вот на этом огромном На таком подъеме, да? подъеме, да. Не, ну понятно, что начинают. Но вот просто какие-то советы, может быть, дашь, да, вот для новичков, потому что очень много подписчиков. Если игроки хотят улучшить свою игру, то в первую очередь нужно иметь наставника. Но это сложно сделать, у нас нет никаких академий и ничего другого. Ну, почему? Если я периодически провожу тренировки. Понятно, я к чему, что в любом спорте, как это все происходит? Есть академии, где людей учат сразу. Здесь этого нет. Нужно делать это самим. За счет чего? Стримы, демки, задавать вопросы какие-то конкретные на стримах. Вот. Это в первую очередь. Я думаю, нужно по-любому... Донатить на стриме там разным... Ну, очень много донатить, да. Особенно Данилу надо заметить. Короче, суть в чем, что они должны за основу брать. Знания не свои, не за